$500, $1000, $2000, $5000, $10 000. Что общего у всех этих цифр? Все это могут быть зарплаты сеньористого, ну или такого высокого уровня программиста. $500, да и все, что ниже $2500, думаю, уже не очень актуально. Хотя 5 лет назад за $500 даже можно было вполне себе нанять хорошего программиста в России. Но на моих же глазах индустрия разогрелась, и все зарплаты улетели вверх в космос. А на моих же глазах она сейчас вот и остывает. И есть, в принципе, подозрение, что зарплаты тоже будут падать. Но давайте обо всем по порядку. Приветствую вас, дамы и господа, я Артем Галухин, и мы с вами на кофе-брейке про IT и автоматизацию для вашего бизнеса. За наши с вами успехи. Я в бизнесе и в услугах для предпринимателей уже больше 10 лет вращаюсь, и у меня была печальная история того, как я сам хотел запустить свой стартап, собрал команду, все у нас развалилось, в основном по моему незнанию собственному. После этого я пошел обучаться, решил, что должен разобраться во всем сам, если хочу вообще к айтишке как-то принадлежать поближе. И вот 6 лет я работал программистом, и теперь, собственно, в том числе вам на YouTube рассказываю именно простыми человеческими словами, что вообще в индустрии происходит, чтобы вы не совершали моих ошибок. Если же вам нужна разработка, консалтинг или автоматизация для бизнеса, можете обращаться ко мне. Ссылки в описании на сайт, где написано, собственно, расценки, моя доступность и возможность записаться, собственно. Контент довольно узкоспецифичный, поэтому буду благодарен, если вы подпишетесь. Соберем здесь такое свое сообщество предпринимателей вокруг айтишки, может даже международное получится сообщество, вообще будет прикольно. И лайки, поддержка. Комментарии, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, потому что я могу не понимать, что вас интересует, и снимать там про что-то свое, а вам, возможно, интересно что-то конкретное. Будете спрашивать, я вам буду отвечать. По-моему, честная сделка. И погнали к теме. Сколько же стоят программисты и какие, собственно, они по стоимости и по назначению бывают. И начнем с того, что в целом у вас могут быть довольно разные задачи вообще, под которые вы будете нанимать программистов. То, какие типы их доступны, типа фрилансеры, наемные сотрудники или подрядные компании, я разбирал в отдельном видео, там прям большое подробное видео на эту тему. Сегодня же мы на них посмотрим в разрезе ваших задач, которые вы ставите перед разработчиками. Но прежде чем перейти к задачам, давайте традиционно обрисуем проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся и какие, собственно, будем-то решать. И первая проблема, да, в каждом видео фигурирует то, что все это очень дорого. Программисты все равно дорогое удовольствие. Даже самые дешевые программисты стоят неприлично дороже специалистов других профессий. Вторая проблема в данном контексте очень важна, это то, что сложно довольно им нарезать задачу, потому что сама постановка задачи — это уже техническая задача, и если у вас нет бэкграунда какого-то именно айтишного, программистского или проект-менеджерского, то вам, возможно, такую задачу поставить будет сложно. И третья проблема — это если вы сами не являетесь программистом и не знаете, как их правильно нанимать и вообще как проверить их компетентность, то вам самостоятельно довольно сложно будет их найти. Ну, прособеседовать я имею в виду. Потому что, как собеседовать того, кто отвечать может на вопросы, о которых вы сами ответов не знаете. То есть, как вы определите, компетентен он или нет. Тем более, что на рынке есть такая тенденция, что работодатели в свое время начали завышать требования к кандидатам, кандидаты начали врать про свои способности. И это все превратилось в целый ком, и теперь там очень много приврано, скажем так. Но есть и хорошая новость для предпринимателей, собственно, и для нанимателей. Рынок немножко подостыл. Там в Штатах началась, у них, как это называется, великая рецессия. Там поувольняли прям буквально 300 почти тысяч человек за прошлый год, в том числе много программистов. В Россию ушли, например, зарубежные заказчики, соответственно. Рынок долларовый, он прям, можно сказать, пропал. Рынок долларовых зарплат, а рублевый, он, соответственно, начал тоже снижаться вслед за тем, что пропала конкуренция, собственно, с зарубежными заказчиками. Так что, возможно, сейчас самое лучшее время, чтобы вам для своих задач как раз-таки найти программистов. И давайте рассматривать, под какие задачи вам вообще могут быть нужны программисты. И начнем с такой классики, наверное. Называются они на сленге аникейщики. Это ребята, которые просто работают обычно в офисе, и они выполняют там массу задач от поддержания работоспособности вашего сайта или там настройки рассылки или рекламной кампании. И да, починки принтера, это вот эти ребята, которые у меня не включается компьютер, а что мне делать, выключи, включи как бы. Наверное, среди айтишной все-таки это такой вымирающий вид, потому что олдовые трушные сисадмины, аникейщики, они были максимально подготовлены к моменту, когда индустрия начала резко разогреваться, и, возможно, при минимальных усилиях они все нашли себе на огромные зарплаты хорошую работу. Но, тем не менее, очень много ребят сейчас выпустилось с курсов. Они, может, и не могут прям здесь и сейчас решить вот эти ваши задачи, но они уже соображают, уже понимают, как это все работает,
И вы за условные $500 на самом деле можете найти себе какого-то вот такого начинающего программиста, который будет способен разобраться в ваших задачах, потому что, справедливости ради, эти задачи не такие сложные: настроить роутер, там, подключить телефон. Возможно, ваша задача уже стоит чуть глобальнее. Вы задумались автоматизировать свой бизнес, избавиться от каких-то бутылочных горлышек в процессах, ускорить это все. Здесь уже нужен совсем другой тип программистов. И главная проблема в том, что, скорее всего, один человек здесь не сможет справиться с поставленной задачей, особенно если ваш бизнес большой. Подобных специалистов называют бизнес-аналитиками. Они тоже в связке с программистами могут работать, которые настраивают какие-то продукты. Вот. Их основная фишка в том, что они могут прийти проанализировать ваш бизнес, расписать все по процессам, понять, что и где можно автоматизировать, у них есть знания о продуктах, доступных на рынке, которые вы бы могли у себя внедрить, и они сначала проводят анализ, а потом вам выкатывают, например, план, или техническое задание, как они бы видели автоматизацию. Если бизнес большой, здесь стоит обращаться сразу к каким-то компаниям, которые этим занимаются, они к вам отправят 2-3 сотрудников, какую-то команду, и это будет оправдано в случае большого бизнеса. В случае небольшого, среднего бизнеса, здесь можно попробовать найти специалиста какого-то широкого профиля. Собственно, можете ко мне обратиться. Я подобным тоже занимаюсь. На большую компанию я не замахнусь, не затащу, но какой-то небольшой бизнес мы вполне можем с командой и проанализировать, и предложить вам какие-то решения. Что касается стоимости, то если вы обращаетесь к какой-то серьезной компании, которая этим занимается, и они выделяют вам сотрудников, то 2-3 сотрудника при средней стоимости в 3-5 тысяч долларов условно будут работать, я думаю, 3 месяца прям минимум, скорее всего в районе полугода над вашей задачей. Соответственно, перемножаем, получаем 3 на 2, 6 на 5, 30-50 тысяч долларов станет такое удовольствие. Вот, если бизнес небольшой, автоматизация попроще, то здесь сроки, скорее всего, тоже будут в 3 месяца, просто потому что процессы они такие, пока все согласовать, пока там то все, переложить бумажки, договориться, выбрать. Но здесь цена будет в районе 3000 в месяц, на 3 это 9, 10-15 тысяч долларов. Я думаю, примерно так. Следующая ситуация: вы решили разработать приложение. Тут, возможно, это приложение ваше внутреннее для того, чтобы бизнес как-то лучше работал. Возможно, это приложение внешнее для ваших клиентов, и вы хотите закрепиться или усилить свои позиции в интернете. Здесь уже вам нужны полноценные именно разработчики приложений. Есть отдельное видео о том, из чего состоит команда разработки. Вот если в терминах еще не ориентируетесь, советую его посмотреть. Вот смысл в том, что есть серверная и клиентская часть, и обычно ее пишут разные программисты. То есть как минимум вам нужны 2 программиста. Один, как называется, фронтендер, другой бэкэндер. Или не фронтендер, может быть еще мобильный разработчик, но это вот называется клиентская разработка. То есть, что мы видим, здесь уже минимум нужно 2 программиста. Хотя в теории, конечно, их можно заменить одним, но такого одного очень сложно найти сколько-то качественного, если у вас хоть насколько-то сложный продукт. То есть здесь, скорее всего, нужно будет именно 2. Каждый из них будет стоить 3-5 тысяч долларов в районе в месяц. Если вы сможете сами организовать команду из таких программистов и их нанять, то срок разработки чего-то хоть мало-мальски вообще серьезного, но не сложного, это полгода, прям как пить дать минимум. То есть получается от 60 тысяч долларов такое удовольствие вам станет. Это, повторюсь, если вы найдете каких-то около фрилансеров, ребят. Скорее всего, вы же обратитесь все-таки в студию, где уже сработанная команда, у них там свои процессы, они выделят под вас какие-то часы времени, и там это смело можно от 100 тысяч долларов и выше оценивать, потому что, x2 обычно прайс, а то и выше у студий. Да, тут стоит сделать важную оговорку, что то, что я называю приложением, это именно приложение, то есть это продукт, который целиком разрабатывается программистами. Есть сайты, есть там сайт-визитка, рекламный сайт, они немножко по-другому собираются, и есть такие ребята вот на фрилансе, которые еще до того, как вот эта вот айтишка начала вся хайповать и начали пилить всякие Uber, они себе спокойно разрабатывали эти сайты пачками за месяц. Понятно, что такое удовольствие стоит гораздо дешевле. Здесь, то есть можно за $1000 вполне себе разработать неплохой сайт, если он не прям обширный какой-то. То есть здесь речь именно о приложениях, о какой-то идее, которая не реализована сейчас, то есть нельзя взять шаблон и повторить, а именно нужно целиком пилить. Да, если хотите подробнее разбирать тему вообще, какие бывают интернет-приложения, продукты, сайты, чем все это друг от друга отличается, где оно находится, кто это разрабатывает, сколько это все стоит. Повторю, задавайте вопросы в комменты, и чем больше будет запрос на какую-то конкретную тему, тем быстрее я про нее просто сниму для вас ролик. Тут же резюмируя, что если вы хотите разработать сервис или приложение, то лучший, наименее рисковый, вернее, путь будет пойти обратиться в студию, где вам выделят команду и, скорее всего, все процессы за вас там выполнят. Если хотите сэкономить, но готовы больше своих сил потратить и взять на себя большие риски,
то можете поискать фрилансеров, ребят, которые либо уже командой работают, но как бы не имеют репутации как компания, да, либо самим собрать прям команду разработки, но это более такой высокий уровень. Либо можете обратиться ко мне, у меня есть небольшая команда, и если ваш продукт не какой-то там грандиозный, эпический, гигантский, то мы вполне помогаем с разработкой, можем помочь выделить MVP, если не знаете, что такое, тоже отдельно есть видео. И, иными словами, минимально жизнеспособный продукт, то есть та штука, которая позволяет сэкономить на разработке, и даже какую-то прототипную версию для вас можем написать, включая разработку дизайна там и всего прочего. Последняя причина поиска разработчиков, которую я сегодня здесь разберу, она пересекается немножко с предыдущим пунктом, то есть здесь тоже речь идет о разработке приложения, но цель немножко иная, то есть если вдруг вы стартапер классический, у вас есть идея, и вы хотите запилить приложение, поднять инвестиции, перевернуть мир, там собрать огромную базу, сделать новый Uber, то этот вот как раз пунктик про вас. Здесь речь о том, что часто подобных людей, стартаперов от, собственно, предпринимателей, которые просто пилят продукт в дополнение к своему традиционному бизнесу, отличает то, что у них меньше ресурсов. И первое желание, которое в такой ситуации возникает, это пойти и найти какого-нибудь программиста в партнеры. В видео про программистов я уже упоминал о том, что это такая не самая хорошая стратегия. Есть очень малое количество ситуаций, в которых вам так работать получится и что-то вообще из этого выйдет. Иными словами, все такие партнерские отношения, скорее всего, закончатся, как только встанет вопрос о деньгах. То есть, либо программисту будет нечего кушать уже и придется идти искать работу, да, либо нужно будет запускать продукт и платить за рекламу. Я о том, что айтишка — это не та сфера, где можно что-то хитро и дешево сделать. Здесь, если что-то выглядит подозрительно дешево, то, скорее всего, вас обманывают. И обманывают там, где вы, скорее всего, даже этого не поймете. А в целом здесь подход тот же самый. Если хотите разработать приложение, бюджет, от 100 тысяч долларов и выше, если вы обращаетесь в какую-то студию, компанию, которая вам на заказ разрабатывает. И на фрилансерах можно попробовать немножко сэкономить, но тоже стоит понимать, что сильно дешево как бы не будет, и придется вкладывать свои силы. И да, я тут не особо упоминал наемных программистов, но в основном потому, что если вы для своего бизнеса пилите продукт, вот вам последнее, что нужно, это нанимать в штат прям наемных программистов, либо вам нужно нанимать целую команду, и да, в видео отдельно про команду я рассказывал, из кого она состоит. Либо, как минимум, тут задача упрется в то, чтобы этих программистов-то, собственно, найти, потому что их нужно прособеседовать, понять. Собственно, все эти проблемы я уже перечислял. Дорого, сложно прособеседовать и оценить вообще компетентность, и сложно нарезать задачи. По всем этим 3 причинам, скорее всего, вам прям программисты в штат не нужны, пока у вас нет какого-то хотя бы одного проверенного технического специалиста, который вам будет помогать в решении всех этих проблем. Так что в целом, резюмируя, если вы стартапер, ваш нормальный здоровый подход будет примерно такой же, как и в предыдущем пункте. Либо это студия, либо это фрилансеры, либо это огромные бюджеты и наем прям полноценной команды разработки. И резюмируя, сколько же стоит программист в нашем современном мире? Если речь идет о каком-то сотруднике там широкого профиля с малым количеством простых задач и для такой айтишной поддержки вашего бизнеса, технологичной даже больше, по железу, по различному, то здесь речь идет о человеке от 500 до 2000 долларов зарплатой. В случае же серьезной разработки или автоматизации бизнес-процессов, если ваш бизнес больше, чем онлайн-магазин какой-нибудь, да, на Озоне, то здесь уже речь идет об участии полноценной команды разработки. Ваша она будет или наемная в студии аутсорс, где вы будете заказывать услуги, тут не сильно важно. Важно то, что 2-3 человека, а то и больше будут трудиться. В условиях России стоимость среднего уровня разработчика где-то от 2000 долларов, наверное, начинается и выше. В условиях международных это, скорее всего, 3000 плюс. Менеджеры, от 1000 долларов и выше будут стоить, хоть какие-то опытные, потому что, есть, конечно, дешевле, вы их найти можете на рынке, но, скорее всего, у них опыта нет, и брать их вот так вот к себе просто в команду на новый продукт, такое не самое выгодное решение. Таким образом, получается, что, от 6 тысяч в месяц бюджет небольшой команды разработки встает. Если это разработка где-то на аутсорсе, то такая же команда может стать во все 10 тысяч долларов. И более-менее средний проект займет полгода, плюс-минус, скорее плюс, чем минус. И, соответственно, понимаете, какие бюджеты нужны на реализацию хоть какой-то внятной хотелки. Да, тут стоит упомянуть тот момент, что сейчас все-таки рынок остыл, сейчас есть много студий, которые сидят без работы, скорее всего, и к ним можно прийти поторговаться и найти, наверное, исполнителей подешевле. Здесь единственные тонкости в том, что, сложно будет выбирать из таких студий, и эти студии тоже не сильно защищены, получаются, от изменений на рынке. То есть, если вдруг завтра окажется,
что снова внезапно программисты стали востребованы и везде нужны, то от них просто разбегутся сотрудники, и вы можете попасть в проблемы. Как бы, да, понятно, что студия будет вам компенсировать все, но потраченное время она в любом случае вам компенсировать не сможет. На этом сегодня у меня для вас все. Нет ничего проще, чем обратиться ко мне за консультацией. Ссылка на мой сайт прямо под видео. Все проблемы решим, что не решим, обсудим, придумаем, как решить. С вами был Артем Галухин и кофе-брейк про айтишку и автоматизацию для вашего бизнеса. Если кофе еще остался, вот вам еще видео, что посмотреть, рекомендую. И пока, до встречи.